Хардкорных игр становится все больше, и кажется, уже самое время перестать называть их клонами Dark Souls. Тем более, они с него же все-таки пошло, если разобраться. Ага. Ну а сегодня мы попытаемся узнать, а стоит ли вам играть в The Surge. 2,5 года назад я неплохо угорел по Lords of the Fallen на той же студии. Но ее делало две студии, я говорю сейчас именно о немцах, о Deck 13. Как только появились первые концепты новой игры, я с интересом ждал геймплейного видео, и когда настал час X, эмоции были примерно такие. Было ощущение, что все слишком медленно и лениво, особенно после Bloodborne Neo. И для себя решил, ну пусть выйдет, надо попробовать, но ожидания занижены хлеще приоры. В итоге игра вышла, я ее уже прошел, и она все-таки не для всех. Ну чё-то слишком сложно. Пойду лучше в Мегамена поиграю. Но давайте сперва о сюжете. В отличие от понятно каких игр, здесь он есть и весьма прозрачен. Во всем мире глобальная роботизация, какие-то вирусы, смертельные болезни, и только супер крутая корпорация может всех спасти. Или нет. Привет, Skynet. Главный герой приезжает на кресле-каталке в центр, где его в прямом смысле должны вроде как поставить на ноги. Вот он уже в нужном агрегате, разумеется, в одежде, это же логично. И что-то идет не так. Его хорошенько прокачивают на живую, как в фильме «Элизиум» от Нила Бломкомпа. И товарищ Уоррен просто вырывается. Дальше все как на самых адовых вписках. Просыпаешься, вокруг какой-то апокалипсис. Игра сходу бросает тебя в пекло, едва успев рассказать, что здесь и как. Ну, знаете, игрок не тупой, сам разберется, зачем ему все рассусоливать. Тем более, со всех сторон будет сыпаться информация о мире и странностях местных жителей. И вот в такой ситуации единственным нашим другом будет Салли. Но не тот усатый очаровашка из Uncharted, а вот эта дамочка. Любителям тысяч локаций и красивых пейзажей тут не на что смотреть. Будьте готовы к тому, что весь замес очень местечковый, но дико атмосферный. Местами даже кажется, что ты играешь в какой-то хоррор. Если вы досмотрели до конца фильм «Вирус», любите Терминатора, Dead Space, хардкорщину и драться с тракторами, то вот вам точно сюда. Драться с тракторами? Это что, DLC к фарминг-симулятор? Блин, надо брать. Как и во всех около Souls играх, есть место, где мы постоянно возрождаемся после смерти, качаемся и крафтим. Здесь в угоду сеттинга это медотсек. Их, как и локаций, всего 5. Поначалу это даже настораживало, но еще ни в одной подобной игре я не видел такого количества шорткатов. Сперва ты бегаешь с ошалелыми глазами и горящей жопой от угла к углу, чтобы быстрее похилиться, а то вдруг еще ненароком встретишь босса, а у него там сплошные ваншоты. На самом-то деле, все всегда под рукой. Главное, этой самой рукой нужные двери подкрывать, лифты спустить и системы взломать. Приятно, что никаких ключей под цветочными горшками и пароли под ободками унитаза искать не надо, а высокоуровневый взлом нужен, как правило, только для получения разных ништяков. В плане обычного дизайна все по-индустриальному стильно. В общем-то, картинка классная, придраться особо не к чему, а вот к левел-дизайнеру есть вопросы. Такое ощущение, что он вдохновлялся схемой японского метро, и уровни построены как какие-то лабиринты, и сразу к ним привыкнуть, в общем-то, не получится. Спасибо. Что впечатляет с первого взгляда, это боевая система. Помимо обычного затыкивания врагов оружием, немцы добавили немного жести в виде добиваний. Еще есть дрон, конечно, но он не так крут. Но финишер это просто бомба. Оставляешь врагу немного хп, удерживаешь квадрат и пошла шинковка. Это явно можно назвать эпичным, и первые часы нельзя просто так взять и не отрубать ублюдкам конечности. И это все сделано не просто по фану, мол, смотрите, у нас есть расчлененка, а у других нет. С каждой части тела падают определенные шмотки. Увидел крутое оружие у охранника? Не ной, что он тебя им убивает с одного удара, а рубани куда надо сам, и пуха твоя. То же самое и с экипировкой, только она, правда, падает сломанной. Еще бы, блин, нет. Но к ней прилагается чертеж, чтобы собрать точно такую же самому. А почему нельзя как в Fallout полутать, Бейс? Ну, это надо было бы все тогда раскручивать, нести до медотсека в крайнем случае, то, наверное, целый труп сразу. И да вообще, к черту логику, это же игровые условности, камон! Понравился костюм Чужого, или давно мечтал стать человеком велосипедной рамы, или ходячим погрузчиком, иди форми весь сет или какие-то конкретные части, прям как в Monster Hunter, только проще. За сет дают определенные бонусы, но иногда проще надеть на себя кучу разного, чтобы выгодно повысить свои статы, хотя и пройти игру в самом первом тебе, в общем-то, никто не помешает. Главное прокачивать его время от времени и все. Чем, спросишь ты меня? Но тут все просто. Когда
забыл, так и качай. Подходишь к верстаку, и весь сломанный хлам превращается в нужный ресурс. Ну, понятное дело, с ног падает для ног, с туловища падает для туловища, ну и так далее. На первом прохождении у каждой шмотки 4 уровня апгрейда и 5 за особый ресурс. А уже в новой игре плюс их становится в разы больше. Но это информация для тех, кому захочется еще раз пройти. Да, игра сложная и надолго неженок не удержит. Многим хотя бы один раз выдержать. Даже под конец самые банальные мобы могут убить тебя в одно комбо. Зазевался и все. Кирдык. Так что здесь особо не расслабишься. Сразу прощупать все фишечки боевки явно не удастся. Например, за все прохождение я не делал ни разу вот так. Прыгнуть под оружием врага это вроде круто, но выглядит как-то нелепо. Да и стандартный уворот как-то надежнее. Некоторые мобы не смогли себе позволить раздобыть полный сет эквипа, и некоторые части тела у них ничем не защищены. Поэтому по ним проходит в разы больше урона и высока вероятность прервать их атаку и замесить бедняжек до потери пульса. Если он у них вообще есть, а то некоторые ребята больше похожи на зомби, и максимум на что у них хватает мозгов это сражаться со стенами своей башкой. Но ничто так не бесит, как порой система автоприцела. Из-за того, что у каждого робогопника несколько целей на теле, переключение между противниками происходит по нажатию L2. Но вот только если их больше, чем 2, а такое происходит нередко. Сука, как выцелить сначала нужного? Счет идет на секунды, момент паники и все. До свидули, ждем вас снова. С боссами эта проблема наиболее трагична. Порой нужно оперативно нанести удар в нужное место, а твой дебил тычется хрен пойми куда. А переключение цели слало куда подальше твои планы. В итоге снова смерть. Вот в рейсинг-играх такого нет. Едешь себе просто по прямой, изредка повороты проходишь. Блин, опять врезался в здание. В The Surge очень своеобразная прогрессия. Никаких статов за левелапы вам в общем-то не дают, зато есть некие энергоблоки. Понятия вес экипировки здесь просто нет. Даже самое крепкое обмундирование никаким образом не будет сковывать перемещение игрока. Но вот энергии потребует по максимуму. Помимо брони есть еще и базовые экзоскелеты. Один из таких надо взять ближе к концу игры по сюжету, и именно он откроет те таинственные двери для персонала. В экзоскелетах есть определенное количество слотов под модули. Установка каждого мода стоит энергоблоков и может увеличивать количество здоровья, выносливости, аптечек, давать дополнительные скиллы, защиту от газа и много чего еще. У самих модов также есть уровни редкости, а соответственно и крутости. Если играли в Nier Automata, то там примерно то же самое с чипами. Плюс к тому, у каждого класса оружия есть еще и уровни умения. Чем больше им пользуешься, тем круче будет твой, например, стартовый перочинный ножик. Но когда он перестанет быть модным, можно поменять его на свежий топорик, меч или типа того. И бонусы к урону от уровня при этом останутся. Как и Lords of the Fallen, The Surge всегда рад скилловым игрокам и толково стимулирует их тащить. Чем больше робомуд не гасишь подряд, тем больше множитель опыта. Приятно, но еще приятнее возможность оставить в депозите лишний опыт. Но это если жопа чует неприятности и охота как-то перестраховаться. Именно такая прогрессия меня и заставляла время от времени останавливаться в каких-то моментах и гриндить себе новые левелы или просто утолять жажду полного апгрейда своего костюма. Сложно! Надо покачаться еще пару часов. Или недель. Такого здесь нет. Тут гринд по желанию, а для всего остального вам пригодятся только две вещи. Это скилл и нервы. Особенно на боссах. Вот это одна из моих любимых частей разговора про The Surge. Боссы супер эпичные и дико крутые, но их всего 5. На каждую локацию по одному. Но тут и правда дело не в количестве, а в качестве. Хотя четвертый с этим готов был бы поспорить. С каждого босса гарантированно падает прикольное оружие, но если убить его как-то по-особенному, выполнив определенные условия, то выпадет более мощное лакшери оружие с приписочкой 2.0. Например, в Dark Souls, Bloodborne, Nioh или в том же Lords of the Fallen некоторые здоровяки ложились с первого раза. Но здесь мне изрядно потрепали нервишки. За что я люблю подобные игры, так это за преодоление. И чем дольше я захожу раз за разом на одного босса, тем слаще вкус победы и хоть как-то отбиваются убитые нервные клетки. Игра классная, и чем больше я в нее играл, тем больше она мне нравилась, и я понял, что она куда самобытнее, чем кажется на первый взгляд. Это не какой-то там еще один клон Dark Souls. Скорее всего, не стоит играть тем, кто побаивается подобных игр, и им
многим кажется, что здесь им будет слишком трудно, потому что да, будет. И сравнивать игру с другими по сложности я не стану, потому что с каждым подобным проектом эта грань немного размывается, и где одному легко, другому будет просто невыносимо. Для кого-то все это будет скучно, потому что не в их интересах сидеть и нервничать. Кто-то принципиально не захочет видеть ничего дальше франшизы Dark Souls, а вот я лично круто провел время на протяжении 28 часов, ну плюс еще дополнительно наиграю в новой игре плюс. Примерно, кстати, столько же я проходил третий Dark Souls и Bloodborne, так что продолжительность, на мой взгляд, более чем оптимальная. Единственное, что в полном провале здесь, это саундтрек. Его почти что нет. Можно же было как-то взбодрить все происходящее модными рифами или смачной электронщиной, а мелодия в медотсеке со временем начинает уже подбешивать, особенно если часто умирать. Ее, правда, все-таки можно заменить на кое-что более забавное, но для этого нужно будет уничтожить 5 экскаваторов, полутать с них монетки и купить за них костюм стальной мыши. От меня игре крепкие 7,5 баллов за эмоции, за свежий для жанра сеттинг и за классные задумки, которые, надеюсь, к сиквелу, например, станут еще лучше. Ну а на этом у меня все, это был Бейс и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.